Доброго времени суток. Продолжаем разработку мобильного приложения. И сегодня хотелось бы реализовать загрузку файлов на сервак. Проверим, что связка в принципе работает. Мы уже автоматически залогинились, то есть мы уже залогинены, когда просто входим в приложение. Хорошо, мне это нравится. В предыдущем видео мы сделали залогинивание и валидацию имейла. Так, хорошо. Это я готовлюсь к хакатону. Есть уже человек, который высказался в комментариях, что он и участвовал в хакатонах, и побеждал в хакатонах. Он сбросил подтверждающие свои публикации в СМИ, грамоты. Так что уже есть люди, которые отозвались, кто имеет желание помочь мне провести хакатон, и в том числе быть еще в жюри, принимать вместе со мной решение, кто побеждает. Ну и вот это такие вот наброски, как понять, кто побеждает, как выигрывать, как распределять деньги. Вот, так что это все будем обсуждать, и я очень надеюсь, что проведем хакатон. Для вас это будет, если вы хотели создать и так продукт, то это будет как дополнительный стимул, чтобы вы взялись и все-таки реализовали то, что и так хотели, и еще и получили обратную связь от опытных людей, которые могут... Я, допустим, опытен в бизнес-клубе, в инвестиционном клубе. Я тоже был соучредителем, соорганизатором. Поэтому есть какая-то насмотренность, то есть что-то могу сказать. Я так понимаю, что остальные участники тоже поделятся своей экспертизой. Вот, так что я думаю, будет интересно. Если будет мало участников, то халявные деньги для вас. Если будет побольше участников, тем интереснее будет мероприятие, то, что будет происходить. Окей, значит, я хотел надиктовать. Сегодня я хочу реализовать добавление файлов через наше приложение. Сделай, пожалуйста, предложение мне, озвучь по архитектуре, как что добавить. Но учитывая, что с точки зрения серверной части уже все реализовано, поэтому именно что-то выдумывать не надо. Ты являешься, можно сказать, фронт-энд разработчиком, который связывает бэк-энд часть с UI, UX. Так, это мы загрузим сюда и дадим еще дополнительные какие-то файлы на почитать. Какие файлы на почитать? Допустим, наша документация по API, инструкция, как работать со мной, и проект дизайн для того, чтобы он вспомнил, что там и как, в принципе, необходимо делать, что мы делаем, потому что, как-то там были новости, что вроде бы контекст теряет клауды. Вроде бы, что до этого как-то контекст дольше хранился, а сейчас они там готовятся к IPO или что-то такое и сокращают фоновые затраты для максимизации прибыли. Я не знаю, это правда или нет.
но на всякий случай я ему вот напомнил важные файлы и сказал задачу на сегодня, как будто бы мы заново начинаем, хотя я компьютер не выключал. Я его посылал в гибернацию. В гибернации он, получается, не сбрасывает ничего. Контекст, я надеюсь, что сохраняется. И продолжает с того же места, где мы завершили. Странно, вот как-то разными цветами было вначале желтенькое, сейчас уже оранжевое. Герминейтинг. Визуализация того, что Cloud Code думает. Кодим на опусе. Так, я фронтендер, бэк готов, собираю текущее состояние, пишу архитектурное предложение. Что же есть на сервере? Готово к использованию. Сервер хранит файлы юзера, у каждого есть флаг. Select for alarm, Tariff Free Pro, определяет лимиты, endpoint, get, post, put, delete, tire лимиты, файлов всего на бесплатном. Storage 50, файлов 10, выбрано для тревоги 3, мегабайт 20, ну да, и здесь про версия 100, storage мегабайт, файлов 20, выбрано для тревоги 10 и мегабайт 50, да. Что в клиенте надо переделать, прямо переделать, не докрутить, а переделать. Файл screen.tsx уже есть, но устарел, использует фиксированные limits max. Ага. Больше не актуально, не знает про selected for alarm. Думает, что upload заменит, он теперь добавляет. Ну да, я подумал, что добавлять будет логичнее, если человек что-то важное загрузил. Будет очень обидно, если уже потерялся доступ к тому, откуда загружались эти файлы, а они взяли и тихо заменены. Будет очень много расстройства. Не хотелось бы. Так, архитектура UI, шапка экрана, 3 из 5 файлов, usage выбрано для тревоги, список файлов, тогл, имя, размер, корзина, выбранные сверху, низ, выбрать файлы, загрузить, API слой, files list, files upload files upload selected, старая клиентская validate files, типы добавляю, error codes, решение, которое надо подтвердить. Окей, читаем. Тогл иконка для отправить при тревоге, чекбокс, звездочка или галочка, кружок. Давайте сразу отвечать. Мне кажется, что мы должны придерживаться просто стандартных UI традиций. То есть, если мы даем возможность выбрать ряд из множества, то это должен быть чекбокс, а круглые, они уже ассоциируются с радиобаттон. Поэтому мы постараемся не вводить в заблуждение пользователей и использовать уже существующие стандарты рынка. Так, хорошо. Автоселект при первой загрузке. Если у юзера 0 выбранных, и он загружает новые, отметить их автоматически, иначе грабли загрузка была, отметить тревога ушла без файлов. Да, нет. Да. Молодец.
Да, верно. Автовыбор, если только 3 файла или менее. Так, превью картинок PDF в списке нужно или MVP без? Я думаю, да. Если превью это просто сделать, сделай, пожалуйста. Так, Tire Beige Free Pro показывать всегда или только для Pro? Для Free простой шум. Я думаю, всегда показывать. Всегда. Так, мои дефолты, если ты не выберешь чекбокс, самый очевидный, да. Ну он как бы предлагает нам всякую фигню и сам говорит, что только один адекватный результат там есть. Автоселект, да. Ну, то есть, да. Без превью, ну, хочу, это ж легко сделать. Tire Beige только для Pro. Ну, вот в двух согласен с ним, а в двух чуть-чуть мы разошлись во мнении. Он все равно быстро это все делает. Просто он пишет там, это 3 дня разработки. Вот. И я засекал по времени. Он говорит там, сколько? Это месяц разработки. Вот я говорю, ну, сделай. Засекаю. И он через 8 минут спрашивает у меня что-то. И через 15 минут уже все выкачано, переписано. И все готово. То есть он оценивает это в месяц, а делает там за 15 минут. Поэтому то, как он estimated, то, как он предоценивает, сколько требуется усилий для реализации, фактически не соответствует. Принято. Стандартный чекбокс, автоселект, при Max Select Preview, где просто Tire Beige всегда. По превью, уточню, для локального выбранных файлов до загрузки превью картинок легко. У нас есть URI, а для серверных файлов превью нет. Нет thumbnail endpoint в API, везде используется type иконки, картинка, PDF, документ, а для локальных картинок дополнительно покажу настоящий thumbnail. Ну вот, супер, хорошо, что я сказал, что там, где легко сделать, чтобы он просто не напрягался, потому что я его хочу использовать только как фронтендера, а отдельного ИИшку я использую для серверной части, и у каждого из них свой контекст, который они не забивают. И они так сосредоточены и специализированы, так что со всех точек зрения мне это нравится. А мне нравится еще, я не знаю, там у этого, как его, сонета точно так же или нет, но у опуса, и я просто на опусе сейчас в последнее время у антропиков работаю, и вот такие вот он создает сам для себя планы, показывает мне, что он делает, то есть он обсудил со мной план, потом уходит в агентский такой режим. То есть он говорит, вот у меня план. Бывали у меня там планы по 4, по 6 пунктов. И он идет там 1, 2, 3, 4. Обычно уже здесь мало что спрашивает. Но чем лучше по сравнению с десктопом, я хотя бы здесь косвенно вижу, какой код меняется. Если по коду мне что-то не сильно понятно, я просто смотрю комментарии. У меня в документе, который «Как со мной работать», вот здесь вот Cloud Code Instructions, написано, что я люблю комментарии на русском языке, и чтобы они были вот в правильной формулировке, то есть если через CLI вызывать какую-то функцию и подсказку, то есть что она делает, то в CLI должно выводиться
что эта функция делает. То есть она должна еще правильно быть зашита. Кстати, я больше по Python разбираюсь. В Python это должно быть зашито вот здесь вот. То есть между function и здесь. То есть тогда при вызове функции, информации о функции, выведется комментарий, который описывает. Я не знаю, как в JS и в TypeScript. То есть подтянется ли вот это. Можно спросить. Пока он сейчас все равно здесь делает. Вот так вот и оставим. Если из CLI вызвать информацию о функции, подтянется ли комментарий этой функции в CLI? Как раз глянем, насколько он выполняет наш контракт. Так, зависит от того, как именно вызывать. Cloud Code CLI, да, подтянет. Стандартные CLI инструменты зависят от инструмента. TypeScript Language Server, да, комментарий над функцией отдается как hover документация. Именно для этого и пишут JSDoc, TSDoc. Супер. В твоем случае комментарий написан: это правильный JSDoc стиль, поэтому попадет. А это не попадет никуда. То есть он использует правильный стиль для того, чтобы писать комментарии. Во всяком случае, там, где мы смотрели. Готово, все 4 задачи закрыты, TypeScript проверка прошла. Что сделано? Давайте сразу тестировать. Что нам необходимо? Нам, наверное, надо выйти из приложения. Может быть, выйти сюда, если это поможет. И стараемся зайти заново. Я не вижу, чтобы мы как-то залогинивались. Давайте кликнем «Файлы». Ошибка, токен недействителен или истек. Не удалось загрузить файлы, но во всяком случае здесь какая-то проверка уже есть. Давайте сделаем так, что я просто перезагружу ExpoGo. Перезагрузи ExpoGo. Буду тестить на моб. На всякий случай, чтобы не ловить просто какие-то ошибки, что вот не работает, не получается, и могли сделать какие-то простые действия для того, чтобы все перепроверить, просто перезайти. Тут перезапустить ExpoGo, здесь на мобильном устройстве просто его смахнуть вверх, и чтобы он вышел из памяти полностью. Вот. Сейчас все хорошо. И здесь до пересоберем. Так, запустим нашу трансляцию. Не знаю, насколько вы радуетесь происходящему. Я радуюсь, что вот видео одновременно смог организовать. И еще вот такое вот тестовое пространство для мобилки. Видео экрана записывается. Звук. Меня слышно. Вроде бы оно так и должно быть, но чтобы оно все работало хоть нормально, это были определенные усилия для этого приложены. Экспо стартанул. Так, файлы, загрузка чекбокс. Давайте пробовать. ExpoGo.
Заходим в наше приложение. Надеюсь, что оно никуда не переезжало. На порте 8081 там же. Автозагрузка. Ошибка, токен недействителен или истек. Давайте это загрузим в наш... Ой, нет, не сюда. Уся пишет для нашего текстового брата, сотрудника. Партнера по созданию. Получается, вроде бы пользователь был авторизован через базу данных и был пущен внутрь, но уже после этого этот пользователь утратил свою какую-то авторизацию и возможность загрузки. Я даже не знаю, где здесь ошибка. С одной стороны, это может быть ошибка сервера, а с другой стороны, ошибка фронт. Вначале выслушаем нашего фронтендера, что он по этому поводу думает, а если необходимо будет, то уже передадим задачу для бэкэндера. Да, у нас там же есть проверка на вот насколько авторизован пользователь. И токены, получается, присылаются для авторизации, но это должно было быть, невидная сторона. Но мы вот столкнулись с тем, что фронтендер, несмотря на то, что на бэке это предусмотрено, то здесь это не было предусмотрено, что токен... А там, кстати, есть два вида токенов, насколько я помню. Насколько я помню, там есть два вида токенов. Там какой-то действующий 90 дней и какой-то действующий там 1 час, по-моему. То есть какая информация тебе может быть нужна от настройщика сервера, чтобы ты правильно сделал фронтенд? Если тебе какие-то вопросы по этому направлению необходимо задать, то задай, я у него спрошу, и ответ тебе пришлю, если необходимо. Если ты уже и без этого все так сам самостоятельно справился, то тогда все хорошо. Давайте на всякий случай мы ему отправим, чтобы он уже раздумывал по этому поводу. А мы здесь попробуем. Так, мы разлогинились, или нас разлогинили автоматически. А что мы делали для... Ну ладно, давайте вначале попробуем зайти внутрь. Давайте вначале попробуем просто зайти внутрь. И это наш пароль. Я думаю, он что-то там пишет. С текущей инфой refresh 90 дней ротируется и весь пост, и я могу реализовать fresh flow. Но сейчас сам, без блокирующих вопросов, просто буду реагировать на 401, пытаюсь refresh повторять запрос. Если refresh упал, sign out,
редирект на email, но 4 вопроса серверного был бы полезен для качества. Давайте вот это вот скопируем. Или даже в начале скопируем нашу ошибку и то, как он подумал это все реализовывать, и скопируем это все в начале серверному, и потом еще вот это скопируем и надиктуем дополнительный вопрос. А как ты считаешь, правильно ли действует фронтендер, или его нужно направить на другое направление разработки так, чтобы все работало в рамках логики, которую я закладывал? То, что ты ему пришлешь, будут видеть телезрители, поэтому посылай ему необходимые данные, но не излишние. Так, и отправили это все нашему серверному разработчику и глянем. Так, ну это как-то глючит очень нехорошо. Я пытаюсь зайти, пароль, ага. И что здесь? И как много здесь всего вставилось. Видите, вставилось больше 100 строк, 100 символов. А я просил ограничить пароль до 100 символов. Ограничение на ввод в input пароля на 100 символов не работает. То есть я сделал копировать и вставить, и мне получилось вставить больше 100 символов. Поправь, пожалуйста, этот момент. Вначале пусть пока это поправит. Так. Подход верный. Ответы на 4 вопроса. Access токен, пост. Ну, в общем, сервак у нас ответил, что все верно. Как сделаешь, то. И давайте оттестируем, что у нас здесь получается. Мы, значит, вводим наш пароль. Заходим в файлы. И у нас действительно что-то отображается. То есть я очень рад. Мне это очень прикольно. То есть связка достаточно непростая. То есть сервер создается, там формируется endpoint, на который обращается фронт-энд часть, и получается наша мобилка общается с сервером. И сейчас мы вошли, это уже нас с базой данных сервера сверили, что такой пользователь существует, нас пустили в приложение, и уже нас пустили в файлы, и, исходя из базы данных, вернулась уже подписка бесплатная, free. Вот здесь вот написано. И есть, исходя из модели free, ограничение, что 0 файлов из 10 файлов и 0 байт из 50 мегабайт. Для тревоги выбрано 0 из 3. То есть условия здесь уже показаны и зашиты. А я, наверное, еще хочу вот здесь вот сделать лупу для людей, которые плохо видят.
С одной стороны, это стандарты при разработке, то есть есть законодательные обязательства делать для слабовидящих версию. Ну, а с другой стороны, да, если вот люди какие-то там в возрасте, то чтобы им было это комфортно видеть и наблюдать. Сейчас мы еще это попросим сделать. Как он там что-то тут сделал. Пока что он в процессе реализации. А мы ему пока надиктуем. И я бы хотел, чтобы, может быть, в правом верхнем углу приложения всегда была лупа. А при нажатии на этот инструмент лупы все тексты должны быть достаточно крупненькими. То есть это для слабо видящих кнопка, которую они могут нажать или отжать обратно. То есть если человек комфортно видит все на экране, то хорошо. Если он плохо видит, то вот такая вот лупа. И все тексты становятся не меньше, сколько там, 13 шрифт. Я не знаю, сколько это пикселей, но, в общем, не меньше, чем 13 шрифт в документах. Все тексты должны быть не менее такого вот размера. Реализуй, пожалуйста, когда освободишься по задачам, которые ты уже до этого выполнял. Так, ну и напишем ему, как освободишься, то. И вот этот наш текст. Так, и он как раз освободился. Регистрирует свою refresh через callback, избегаем циклического импорта, модуль level mutex на shared promise, если refresh уже в полете. Остальные ждут его, а не запускают свой. Защита от гонки параллельные 401. Второй refresh с уже ротированным токеном. Ложный sign-out на 401 у запроса aus try refresh for 401. Если refresh ок, повтор запроса с новым токеном. Рекурсия не повторится. Если refresh упал, дергаем on authorized, aus контекст, делает sign-out, триггерят fresh, отдает ошибку как есть, там 401, значит, кредлы плохие, не токены стек. Та же логика для upload. Что-то на сложном. Мне до конца сложно контролировать уже на этом уровне искусственный интеллект. А там, где я не разбираюсь и не понимаю, приходится доверять. Поэтому мне тоже надо повышать мою профессиональную подготовку, чтобы иметь еще на более высоком уровне возможность проверять логику, которую создает искусственный интеллект. Во всяком случае, посмотрим. А с текущим уровнем уже постараюсь выкатить этот продукт в рынок, опубликовать его в Play Market и надеюсь получить бесплатных пользователей и, надеюсь, часть из них сконвертируется в платных пользователей. А сейчас мы попробуем этот функционал, работает ли он. Так, нас выбило обратно из файлов. Возможно, это что-то он переписывает там внутри, и поэтому нас выбило. Я, кстати, на мобильный телефон не сохранял какие-то файлы, поэтому я не знаю, что тут будет. Глянем.
Так, это изображение... Наверное, я сфоткал, что кушал. И это, наверное, единственный файл, который здесь есть. И он весит 3 мегабайта. Мы видим превьюшку. Ну, мне нравится. К загрузке один файл. Есть название файла. И есть его размер. Ну, нас выбило, да, я думаю, из-за того, что просто сервак переписывается и нас выбивает. Но хорошо, что мы не разлогиниваемся, мы еще висим внутри. Пока он все равно все пишет, мы постараемся это все равно натыкать и исследовать дальше. Вот меня интересует, если я захочу 2 таких файла. Ага, ну хорошо, то есть он вторым сюда не добавляется. Я нажимаю «Загрузить» и смотрим, что произойдет. Это тоже вот классная функция получается. Сервак, ошибка загрузки. Попробуйте, пожалуйста, снова. Что отсюда мне, допустим, как-то... Что можно докрутить? Неинформативное сообщение. Сейчас сообщение об ошибке неинформативное. Я бы хотел, чтобы пользователю выдавали конкретную ошибку. С одной стороны, конкретную ошибку выдавали, а с другой стороны, чтобы эти ошибки автоматически улетали нам, как логи ошибок, что с чем человек столкнулся, что у него не получилось, чтобы мы могли допиливать эти моменты. Мне кажется, что в начале где-то надо тогда добавить галочку, что человек согласен, что логи об ошибках для улучшения программы будут посылаться нам как разработчикам. И эта галочка должна быть где-то, наверное, во время регистрации, и она должна быть автоматически нажата. И если человек захочет ее отжать, то, ну, получается, она отжимается. Но в автомате, чтобы мы имели возможность получать данные логов ошибок, чтобы мы видели, с чем люди, пользователи сталкиваются. Я бы, наверное, хотел так. Где это добавить? Наверное, во время регистрации, там, где человек вводит свой... Нет, наверное, там, где у нас идет валидация имейла. То есть, когда уже человек вошел внутрь. Или просто, когда уже валидация, до валидации вот это вот сообщение по папам давай мы покажем отдельно, чтобы человек выбрал «да, разрешаю», использовать логи об ошибках для улучшения программы. Вот, то есть отдельный такой короткий поп-ап перед валидацией, но после уже факта регистрации, email и пароль. Наверное, вот так. Это очень
такой вот для нас стратегический момент, потому что нам важно иметь обратную связь, что где ломается и как чинить. Давайте попробуем повторно. Он уже все дописал. Нам была выдана ошибка загрузки, но фактически загрузка произошла. Для тревоги выбрано 0 из 3. Это как-то неправильно, потому что мы сказали, что если меньше 3, то они должны быть автоматически выбраны. Так, давайте мы вот это добавим в начале. О том, что была ошибка, и опишем, что файл, несмотря на то, что была показана ошибка какая-то, то файл смог добавиться, и он сейчас лежит в файлах, но там еще я вижу такую ошибку, что он не выбран для отправки. Но мы с тобой обсуждали логику такую, что если файлов менее 3, то они должны быть автоматически выбраны для отправки. А я загрузил один файл, но он для отправки не выбран. Ой, как-то неправильно. Я надеялся, что все-таки, несмотря на ошибку загрузки файла на сервер, после того, как прошло какое-то время, я увидел файл, что он успешно загрузился на сервер. И при этом я увидел, что хоть один файл загружен из 10, мы с тобой обсуждали, что он должен быть автоматически выбран. Если человек загружает 3 или меньше 3 файлов, то они автоматически выбраны, что они для отправки. А этот файл не отмечен для отправки. Так, это скопировали и забираем вот это вот результат этого скриншота и отправляем. Пока он будет думать, мы почитаем предыдущие сообщения от него. Прежде чем кодить, стоп. У этой фичи 3 серьезные грабли надо обсудить. И грабли 1. Галочка по умолчанию нажата. Dark Pattern. Это запрещено GDPR, Европа, суд ЕС в 2019 году. Дело Planet 49 прямо постановил причардж согласие, несогласие. Штраф до 4% оборота. Так, правильно, галочка снята по умолчанию, юзер активно ставит. Но конверсия упадет, да, но альтернативный юридический риск Duke Pattern в SOS-приложении, где юзеры особо уязвимы. Грабля 2. Что именно сделать в логе? Никогда не должно улетать пароль, email, содержимое файлов юзера, email доверенных контактов, геолокация юзера, можно согласие код ошибки. Ну, мне, да, код ошибки важно просто собирать. Версия приложения, ОС, модель устройства, анонимный девайс ID, контекст упал на таком-то действии. Да, хорошо. Если случайно сольем пароль email в центре, это инцидент с уведомлением. Так, госорганов. Грабля 3. Куда слать? Сейчас на сервере есть endpoint для телеметрии. Что? Ага.
Хорошо. Давайте мы это скопируем все и перешлем в нашего разработчика и надиктуем ему пояснение. Я хочу полностью выполнять требования законодательства, поэтому я хочу, чтобы мы соответствовали. С другой стороны, я хочу, чтобы сервак был реализован таким образом, чтобы он имел возможность принимать в себя отладочные данные. А какие данные необходимо нам собирать? Ну, наверное, какое мобильное устройство, версия операционной системы, то есть там Android 15, Android там 14. И на каком этапе выскочила ошибка, при выполнении чего, и сама суть ошибки, чтобы никакие личные данные не утекали никуда и не передавались, но чтобы мы понимали, что где-то у юзера была какая-то ошибка, и нам необходимо изменить приложение. То есть создай, пожалуйста, инфраструктуру для принятия этих данных. Вот так вот мы как бы каскадно, можно сказать, делаем. То есть вроде бы здесь мы что-то спросили, здесь закинули следующее уже, не отвечая на то, и пока читаем там. Так, разработка, я верю, что быстрее идет. И вот два агента, один бэкэндер, второй фронтендер. И мы между ними мигрируем. Понял, два связанных бага. Гонка upload вернул ошибку, но файл на сервере оказался. Клиент не знал, не запустил автоселект. Файл не отмечен для тревоги. Generic message. Попробуйте снова вместо реального сообщения от сервера. Оба фикшу. План, в catch-блок, uploads, пробуем файл-лист. Если число файлов выросло, считаем, что upload прошел. Запускаем автоселект, не показываем ошибку. Улучшаю error message, показываю e-message от сервера, если он есть, fallback, только если совсем ничего. Добавляю консоль лог в... Я еще хочу сюда навернуть. Сейчас я ему добавлю. Давай, чтобы у нас была, пока серверный разработчик у нас думает над твоими вопросами и реализовывает возможность принятия данных, создает инфраструктуру для сбора этих данных правильную, то я хотел бы, чтобы ты уже сейчас реализовал логику и изменил наш файл, который лежит в корне проект дизайн, что если человек уже выбрал отправлять отладочные данные нам, то можно ему просто показать ошибку и код ошибки в случае, если он выбрал не отправлять отладочные данные. Каждый раз, когда возникает ошибка, мы ему вызываем поп-ап и предлагаем отправить эту информацию разработчикам. И в том числе предлагаем выбрать чекбокс в будущем всегда отправлять ошибки разработчикам. Давай мы вот так вот будем в автомате. Если у человека нету никаких ошибок, нам и нечего собирать у него, чтобы улучшить приложение. Если он системно падает и натыкается на какие-то грабли, он же сам тоже заинтересован, чтобы приложение мы улучшили. Может быть, он сразу нажмет галочку «Да», отсылать все отладочные данные, и мы себе спокойно это все будем делать. Так, мы пока что вот это ему отправляем, и пусть он делает. Серверный спрашивает разрешение на выполнение часть действий, поэтому, ну да, для разработки, конечно,
предпочтительно иметь как минимум 2 экрана, чтобы на одном работать что-то одно, а на втором следить за ИИшкой, ну, я не знаю, или оркестраторами пользоваться, которые берут это на себя, раздачу прав. Там тот же Paperclip вроде бы у меня ни разу не спрашивал никакие права. Если он что-то спрашивал, то он автоматически получал все права внутри. Но результат мне не всегда нравился. И, ну, кстати, я сейчас, да, на увеличенной подписке. Давайте глянем, что у меня там по подписке. Я, наверное, и близко там... Ну, у меня 3% использовано. Какой сейчас день? Ну, можно сказать, что прошел один день после вчера, и, ну, я очень в лимитах, то есть, в принципе, может быть, и можно использовать какой-нибудь оркестратор типа Paperclip или что-нибудь такое, потому что более чем достаточно токенов на это. Но я не знаю, пока я строю то, что строю, здесь много таких вот итераций, взаимодействий, изменений, которые я обнаруживаю, хочу допилить и изменить. И выписывать целую новую задачу для нового агента, который просыпается и без контекста будет думать о моей задаче, я не вижу смысла. То есть вот у меня 2 агента, один бэкэнд, а второй фронтенд, и я с ними комфортно делаю разработку. Думаю, да. А поиграться, конечно, интересно, то есть дать полностью задачу ИИшке и оркестратору, чтобы они сделали какое-то приложение. Просто я боюсь, что они сольют мой недельный бюджет токенов, и я потом не смогу, ну, упрутся в какую-то там задачу, не смогут ее выполнить, сожгут все токены, и я потом ничего не смогу полезного делать. Этого бы вообще не хотелось. Понял, подход умный. Собираем согласие в момент ошибки. Default unchecked без dark pattern делаю. Ишка нас хвалит. Мы умные решения предлагаем. Конечно, хотелось бы, чтобы он нам предлагал умные решения, в том числе. Ну ладно, у нас насмотренность и контекстное окно шире, чем у него, поэтому мы помним больше кейсов, больше примеров, больше опыта. Готово. TypeScript проверка прошла. Что принял? Ага, то есть он допилил вопрос загрузки файлов. Давайте проверим. Кстати, что будет, если этот же файл я попытаюсь загрузить? Загрузится ли второй файл с таким же названием сюда же? Ну, я не знаю, как должна даже система. Я сломал систему. Вот так вот мы умеем ломать. Или это он просто переписывает пока само приложение, и у нас оно перезагрузилось автоматически. И это никак не связано с добавлением второго файла. Сейчас глянем. Ну, ждать не будем. Загрузилось 2 файла. Это хорошо. А почему они загрузились? Потому что логика на стороне сервера, она меняет имена файлов на такие обезличенные. То есть если кто-то что-то где-то как-то там получит доступ, то чтобы было больше всего непонятно. Поэтому нету конфликта имени файлов на стороне сервера. И что здесь уже применилось, они автовыбраны. 2 файла. Давайте я 3-й раз его добавлю, загрузить. То у нас появлялись ошибки. Ошибка загрузки файла. Да, вы помните. Сейчас у нас появляется файл, но я не вижу, что он автовыбран для отправления. На какой стадии он становится автовыбранным? Допустим, главное, файлы, и он не автовыбран.
Давайте спросим этот момент, как сейчас реализована логика. Как сейчас реализована логика автовыбора файлов, потому что мне показалось, что первые два файла автовыбрались для отправления, а третий файл не автовыбрался. Посмотри, пожалуйста, как сейчас это реализовано, и посмотри, пожалуйста, есть ли такой баг или нету. Бэкэндер у нас затормозил, вроде бы он запустил тесты, но... он говорит, что он не завис. Вроде ты долго уже ждешь. Не прошли. Так, что здесь у нас? Посмотрел логику. Файл screen — это реальный баг. Текущая логика. Условие select count 0 означает, автовыбор работает только когда никто еще не выбран. После первого автоселект становится +1. Выбран, следующая загрузка уже не триггерит автовыбор. Ну вот видите, то есть я обнаружил ошибку. Что у тебя произошло? Два загрузились одной пачкой. Ну, это значит, вообще баг был. То есть первый загрузил, и второй загруженный воспринялся как первый загруженный. То есть это вот ошибка, ну, с которой я бороться не буду. Загрузил третий отдельно, уже второе условие, false. Что хочется из твоего изначального требования, если менее 3 все выбраны? Правильная логика. Сохраняем то, что юзер выбрал предселект руками. При каждой загрузке добавляем новые файлы к существующему выбору, если суммарно не превышает. Если превышен, оставляем как есть, юзер сам решает. Да, это правильно. Готово. TypeScript проверка прошла. Что теперь происходит при загрузке? Перед загрузкой запоминаю снимок. Что юзер выбрал ранее, какие файлы были на сервере после загрузки, сценариев, retire. Я бы хотел, чтобы ты реализовал какие-то тесты, которые выполняются на реальном сервере и которые проверяют функциональность того, что ты сделал. Давай создадим отдельную папку tests, и там будут прогоняться тесты с реальным сервером. И если тебе каких-то данных для тестов не хватает, ты у меня спроси. Если необходимо знать инфраструктуру, или давай так, серверный напишет тесты, ты просто напиши тест-кейсы, которые он должен создать и прогнать, и из правила 1 позитивный тест и 5 негативных тестов на крайние положения, которые должны падать.
То есть у нас успешно, если 5 падают, и если один позитивный срабатывает, а если негативный, то они должны падать. Если негативный не падает, а наоборот выдает положительный ответ, то это получается у нас проблемы с серваком. Дай техническое задание для серверного, чтобы он написал, чтобы он покрыл тестами то, что ты создал сегодня и реализовал в фронтенде. Также я бы хотел, чтобы, может быть, ты имел возможность как-то проверить работоспособность фронтенда, то есть как ты можешь, какие тесты написать насчет того, что все visible, clickable и все переходы из элементов меню работают. То есть как ты это можешь реализовать? Предложи мне, пожалуйста, архитектуру, чтобы я понимал, как это будет ли это локально, будет ли это как-то еще по-другому, то есть как это можно сделать на твоей стороне, то есть нужно ли, чтобы запускалась какая-то виртуальная мобильная машина, на которой это все тестируется, если да, ну, то есть предложи мне архитектуру, как вообще большие корпорации это все делают. У них же в любом случае все это предусмотрено. И локальные тесты, и серверные тесты, так, чтобы оно все адекватно на лету ловилось, и ошибки не пролезли в продакшн. Чтобы ошибки были пойманы еще на сэндбоксе. Как освободишься? Так, давайте глянем. Ну, получается, у нас реализована сегодня загрузка файлов. Я считаю, что это уже нормальный, неплохой результат нам на сегодня. И я бы останавливался пока что. Ну что, я надеюсь, вам нравится. Спасибо за лайки, спасибо за подписки, спасибо, что добавляетесь в группу Telegram для общения, рассказываете, что создаете, какие у вас вопросы и в чем можете быть полезны, наоборот, другим участникам. Спасибо за вашу активность. Спасибо тем, кто откликнулся по проведению хакатона, по помощи в его организации и судейству. Спасибо вам. Вот, так что, ну как, движемся вместе, создаем интересные, классные продукты, становимся финансово обеспеченными при помощи вайб-кодинга. Это новая научно-техническая революция искусственного интеллекта. Запрыгиваем на волну первых и стараемся успеть все это использовать и быть в конкурентном преимуществе за счет того, что повышаем нашу насмотренность в IT и создаем свои продукты. Желаю вам финансового благополучия. Создавайте IT-продукты единороги. Все, всех благ.